Коничева, что на всеми нами известном японском языке означает «привет». Это третья серия моих роликов из Лиона про еду и людей, которая называется «Со своей вилкой». Как вы уже поняли по моему приветствию, сегодня речь пойдет о японской кухне. Вообще, суши как таковые, они набрали просто какую-то колоссальную популярность во всем мире, и в больших городах их крутят, наверное, на каждом углу. И Лион не исключение, здесь просто сотню, наверное, японских ресторанов и суши-баров. И как выбрать среди них лучше, я не имею ни малейшего представления, поэтому я решила поставить себе немного другую задачу. Дело в том, что каждый раз, когда я прихожу в суши-бар, я заказываю себе стандартно роллы с сыром Филадельфия, которые на самом деле не имеют к Японии никакого отношения. Поэтому я решила найти что-нибудь исключительно японское. И нашла. Очень странным способом. Это выход со станции метро Гарибальди. Совсем не центр, но в целом довольно оживленный район. Станция названа в честь улицы Гарибальди, а улица же названа в честь Джузеппе Гарибальди, национального героя Италии XIX века. Согласно, пока вообще ничего общего с Японией нет, идем дальше. Однажды я проходила по этой улице и увидела вот в этом окне азиата, напивающего что-то в микрофон. Он сидел на месте, где обычно крутят суши. В помещении никого кроме него не было, время не рабочее. Я офигела и просто не смогла потом к нему не зайти. You were here, no? What? Yeah, that was you. That's me. You singing? Yeah, Wow, in this place? yeah. I just relaxing. Yeah, Say something. I was surprised. Maybe you will sing for us, No, it's just for me. It's for fun. but Этого поющего только для себя парня зовут Тун. Сам он из Вьетнама, но рассказал, что учился в Японии где-то под Токио крутить суши. Очень интересно, чему он там научился, поэтому я решила вдарить, так сказать, по-японскому. Тун порекомендовал мне взять вот этот набор. Он стоит 25 евро. Он мне сегодня покажет, как он это все будет готовить. В японских ресторанах принято подавать перед основным блюдом мисо-суп. Я сейчас попробую спросить у Туна, какой секрет, собственно, приготовления этого супа, потому что я начиталась очень много всего интересного в интернете. И сейчас попробую узнать у человека, который уж точно знает, как его готовить. Miso soup, ça dépend du restaurant, mais en général, pour miso soup, c'est fait avec le pâte de miso. C'est un pâte de miso, c'est un grain d'edamame. Après, pour miso soup, on peut ajouter le bouillon de thon et puis beaucoup de légumes. Par exemple, au Japon, mettre aussi ajouter le tofu dedans. Pour nous, notre restaurant, on ajoute le tofu, le champignon parfumé, salade d'Inde, la feuille d'Inde, un peu de poire et ciboulette aussi. Окей. Считается, что мисо-суп впервые приготовили 2500 лет назад буддийские монахи. В наши дни японцы очень любят это блюдо и едят его постоянно. Мало того, что суп вкусный, он еще и полезный, так как содержит много белка, витаминов и микроэлементов. Кстати, сама паста мисо не всегда делается из тех зеленых соевых бобов, что вы уже видели на картинке, но также иногда из риса или пшеницы. Что касается водорослей, о которых говорил Тун, это морские водоросли вакаме, которые имеют сладковатый привкус. Ну а теперь вернемся к главному блюду – омакасе. Omakase, en japonais, omakase pour les restaurants sushi, c'est-à-dire que c'est moi qui va choisir pour vous les sushis que vous allez goûter pour le repas. Il y a soit c'est vous qui choisissez ou soit le chef qui choisit. Omakase, c'est-à-dire que c'est le chef qui va choisir pour le client. Pour moi, je vais faire un plateau omakase pour 10 pièces, sushi différents.
Омакасе буквально в переводе с японского означает «полагаюсь на вас». Вы полностью доверяетесь шеф-повару, садитесь за барную стойку и ждете, чем вас сегодня удивят. В лучших суши-заведениях для омакасе подают свежие и часто сезонные блюда, а при выборе омакасе готовится то, что обычно никогда не появляется в меню. Все это превращается в такую игру. Шеф готовит для вас и прямо перед вами, а вы перед ним это пробуете. Кстати, в Японии оставлять еду считается очень плохой манерой, поэтому если вам попался нелюбимый ингредиент, стоит все-таки его попробовать, чтобы не обидеть шеф-повара. Забегая наперед, я не то что на тарелке ничего не оставила, я бы еще и добавки попросила, да постеснялась. Ну что, омакасе, погнали! Значит, первое. Рыба дорадо. Кстати, вы знали, что у нее золотая полоска между глазами? Так вот, Тун добавил сюда понзу, это такой соевый соус из сока цитрусовых, мирина, сладковатое рисовое вино и даси, традиционный японский бульон, рецептов которого десятки. Очень нежно. Так нежно, что тает во рту просто. Далее был лосось. Потом тунец. Я сама себе завидую, между прочим. Дальше снова лосось, но... Моя суши горит. Потом он мне вытер тарелочку и сделал суши вот из этой рыбы. По-русски она называется желтохвост. Он снова помазал все это дело своим домашним понзу. Но самое интересное, что сверху он натер редьки. Ну а что? Он кладет рис на водоросли, аккуратно легким движением руки сворачивает их в рульку, добавляет васаби, уходит на кухню. Может, он забыл рецепт? Нет, вряд ли. А, ложка, он ходил за ложкой. Далее был краб с соусом понзу и, внимание, он просто это поперчил и готово. Такое я еще не пробовала. Потом был ролл с масаго, это икра рыбы сисяму, родственника северной мойвы. Больше на кильку похоже. Дальше был тартар из лосося, куда наш шеф добавил зеленого лучка. Потом угорь с соусом терияки и саке. Напоминаю, что саке – это японский алкоголь. Ну и на закусочку домашняя маринованная скумбрия. В общем, 10 штук я попробовала, и они просто все абсолютно разные. Каждый из них очень не похож на предыдущую. Я уже несколько раз произносила слово «домашний», и это вообще оказалось фишкой этого заведения. У него тут все, можно сказать, домашнее, в том числе и имбирь. Послушайте, что он про него рассказывает. Faites maison. Maison. Oui, les gens font Oh. maison. Vous voyez la couleur, c'est vraiment la couleur nature. Вау. Vous allez voir la texture et le goût c'est différent avec les gingembre achetés dans le supermarché en rose, c'est coloré. Presque tous les restaurants sushi à Lyon, ils font pas les gingembre Окей. maison. В общем, опыт с омакасе мне прям запомнился. Я, наверное, впервые в жизни ела суши осознанно. Не просто пожевала и забыла, а слушала шефа, смотрела, как он из риса и рыбы собирает маленькие шедевры. Долго жевала каждый из них и довольно кивала головой в знак того, что все удалось. Кстати, Тун рассказал, чтобы все действительно удалось, рыбу перед подачей надо достать минут на 15-20, чтобы она подышала. Омакасе в Японии – это обычная разговорная фраза про доверие, которая используется в повседневной жизни, но она в итоге преобразовалась в особую культуру, которую не встретишь в других странах мира. Нельзя сделать доставку омакасе на дом. Омакасе не действует, если ты не знаешь или хотя бы не видишь повара лично. Это настоящий диалог двух людей, есть только ты и шеф-повар. Do you have them here? I bought from Japan. Oh, that's cool.
làm đi.